Все мы любим дорогие и красивые выживалки, которые не то что играются, но даже выглядят очень детализированно и реалистично. Но кто бы мог подумать, что за этой простой картинкой и незамысловатым на первый взгляд геймплеем может скрываться такая хорошая и интересная игра. Уж я точно нет, но когда сел играть, то остановить меня уже было невозможно. Мне очень нравится, между прочим. Это Люба говорит. А йоу, чуваки, вы на канале Айдо, и это 100 дней выживания в игре Dredge. В море был корабль один, и что-то странное было с ним. Но, к удивлению, этот мир был тоже очень странным. Ночи, непроглядный туман, если умер здесь, виноват вот он сам. Лучше бы к берегу плыл и ждал восхода солнца. Острову здесь нужен рыбак, чтобы крепкий был и не слабак. Ибо кроме рыбы здесь есть кое-что пострашнее. Странные жители здесь выпьют сразу всю твою спесь, и даже рыба в воде заставит ужаснуться. Dredge — это не в чистом виде выживание. Играть здесь нам придется не за персонажа, как обычно, а за его корабль. И не позвольте этой минималистичной картинке напугать вас. Игра очень круто и очень быстро раскрывается. Здесь будет очень много интересного. Проработанная механика рыбалки с десятками видов рыб, с разными повадками и местами обитания. Большой арсенал инструментов и улучшения для корабля. Ясные дни, когда тебя заботит только удачный улов. И опасные ночи, когда море окутывает густой туман. А вместе с ним в этот мир приходит что-то еще. Что-то страшное, опасное и необъяснимое. И что главное в данном случае, здесь будет интересный сюжет, атмосфера и исследование уникального игрового мира, в котором хочется остаться даже после прохождения игры. Мне удалось пройти игру полностью за эти 100 игровых дней, и если вам видео понравится, то в телеге я оставлю вам некоторые дополнительные материалы, которые особенно пригодятся тем, кто сам решит в нее поиграть. Но хватит это терпеть, давайте уже начнем. С самого начала игра самой лишь картинкой показывает нам о том, что этот мир обещает быть суровым. Откликнувшись на объявление о поиске рыбака, мы на собственном судне отправляемся в путь и теряем корабль, наткнувшись на скалы в таком густом тумане, что даже маяк в паре сотни метров не мог нам помочь. Но оказалось, что наш герой выжил, и кто-то из местных приволок нас в ближайший городок. «Добро пожаловать в Большую Соль», — сказал мэр. Он удивился тому, что мы налетели на скалы при том, что маяк буквально светил на нас. Да уж, не очень хорошее начало знакомства, если задуматься, разбить свой корабль при свете маяка. Тем не менее, мэр принял этот факт спокойно и сказал, что местные перенесли наши вещи в одно из старых судов. И пока нам просто нужно войти в курс дела и просто наловить столько рыбы, сколько мы успеем. Вернуться нужно до заката, пока не пришел туман. Я поплыл ловить рыбу, проходя ненавязчивое обучение. Нужно было искать рыбные места в ближайших водах, а сам процесс рыбалки проходил довольно просто и приятно. Это была небольшая мини-игра в виде кликера на реакцию. Трюм корабля был не таким уж и большим, а рыбные места быстро истощались, что заставляло меня переплывать из точки на точку. Некоторые виды рыб я пока поймать не мог в силу слабого оборудования, а вот правильный менеджмент инвентаря здесь был некой мини-игрой, потому что каждый вид рыб имел свой собственный размер и форму. Время в игре шло только тогда, когда мы что-то делали, плавали или ловили рыбу. А если нажать клавишу улова мимо нужного отрезка времени, то рыбалка займет немного больше времени. В свой первый день я не стал рисковать, и как только начало темнеть, я поплыл назад в город, попутно включив освещение на корабле, которое помогало сохранить рассудок в темное время суток. Про большие деньги и хорошую жизнь пока можно было не мечтать, потому что наше старое судно ремонту уже не подлежало, а за это судно нужно будет заплатить. Но все не так страшно, потому что мэр был на удивление дружелюбным, даже несмотря на свой слегка чудаковатый вид. И платить за судно я буду постепенно, просто отдавая маленькую часть из продажи рыбы вот этому вот мрачному деду, который прожигает тебя взглядом не хуже, чем Хомлендер. Предыдущий рыбак, как оказывается, погиб, потому что, скажем так, чтобы тут выжить, нужен определенный склад характера. Цены на разных островах свои, но пока на мне висит долг за корабль, разумнее будет торговать только со здешними жителями. Мой трюм был доверху забит рыбой, и заработать удалось целых $135. На оплату корабля у меня забирали всего лишь около 15% от выручки, довольно щадяще, как по мне. Мэр дал мне деталь для улучшения технологий корабля и направил к корабельных дел мастеру, который поможет
с улучшением данного судна и сможет чинить поломки, если такие будут. Такого сурового женского взгляда я давно не видел. Видать, здешняя жизнь и правда не сахар. Как видите, ячейки трюма корабля отличались друг от друга. Одни служили вместилищем для рыболовных снастей, другие были моторным отсеком, а третьи были нужны для дополнительного освещения. Именно поэтому я не стал ставить себе обе удочки на свой корабль, а только ту, которая позволяла мне ловить рыбу на мелководье. Ведь чем больше удилищ, тем меньше места для самой рыбы. Да и все 3 удочки тут бы и так не поместились. Ну и денег для этого мне тоже немного не хватало. Свою первую ночь я решил не рисковать и провести на суше. Думаю, в будущем мне и так придется узнать, что таится в том густом тумане, так что спешить некуда. Не успел побыть в открытом море, а уже простудился. Второй день был крайне легким. Я начал свое плавание чуть раньше выхода солнца, так как за полчаса все равно наш герой не успеет сойти с ума. К сожалению, без другого типа удилища я мог ловить только ограниченное количество рыбы. И чтобы не тратить время на плавание к каждому рыбному месту, я использовал подзорную трубу. С ней время стояло на месте, и я узнавал, что за рыба находится в косяке, не тратя время на плавание к ней. Я увидел груду древесины, которая плавала в воде, но без нужной технологии не смог ее поднять на борт. А неподалеку наткнулся на фрагмент записок из какого-то рыболовного судна, которое было переименовано новым рыбаком на Джули. Капитан выбросил все предметы с корабля, на которых было старое его название, но автор записки уговорила его оставить брелок для ключей, ведь «Сокровище океана» тоже красивое название. Судя по всему, финал у этого судна был не особо счастливым, поскольку мы нашли эту записку посреди океана. По пути домой я успел уловить еще одну рыбину, и оказалось, что в ночное время старые виды рыб пропадают, и вместо них появляется другая живность. Перед скупкой рыбы торговец дал мне задание на ловлю камбалы и серого угря, для которых мне уже понадобится новая удочка для мелководных рыб. И поскольку мне для ее покупки не хватало всего пары $, в этот раз я точно ее куплю. Кстати, я почти выплатил суду за корабль. Прикупил ту самую удочку, на установку которой потребовалось некоторое время, но поскольку это было вечером, то спешить мне было некуда. Сразу же я решил докупить себе и второй мотор, чтобы плавать немножко быстрее. Одна старушка из здешних жителей спросила меня, что я здесь делаю. Я ответил, что осматриваюсь, в ответ услышав, что здесь больше нет ничего интересного для меня и лучше бы мне уйти. Что ж, это было странно, но ничего такого. Уверен, в своей старости я буду куда хуже. Я решил не отдыхать в остаток этой ночи. Наловил кальмаров и только одного ската. Он был огромных размеров, и я с трудом смог поместить в трюме его и еще одну рыбину другого вида. Я проверил, что там за заказ на мне висит, и поскольку ничего из этого я не продал, то нужно все это сбагрить побыстрее. Очевидно, я выплатил остаток суды за корабль, ведь мэр шел ко мне легкой походкой и сказал, что городок потихоньку растет, в том числе и благодаря мне. Сказал, что корабельных дел мастер расширит верфь, и что он выделил некоторую сумму для улучшения работы торговца. Первым делом я погнал в сухой док, который только что появился в городе. Здесь с помощью найденных материалов можно будет улучшать корабль, переделывать свободное место на корабле под инструменты или просто расширять сам трюм. Но пока у меня нет ни самих материалов, ни возможности их вылавливать из воды. Еще я заметил, что со временем тут обязательно появятся рыболовные сети, поскольку для них была выделена отдельная страница в магазине. Остаток дня я потратил на рыбалку. Выловил нужную мне для заказа камбалу и угрей, которые слегка отличались даже в самой механике их поимки. И новый заказ не заставил себя долго ждать. Но в этот раз, хочешь не хочешь, а придется выходить в море ночью, потому что кальмар, да и черный группер тоже появляются в здешних водах только в темное время суток. Само собой, это испытание не сможет меня испугать. Я из тех людей, которые прошли Outlast, Resident Evil и даже Одиссею на 100%. Как вы понимаете, после всех этих кошмаров, я сейчас про Одиссею, если что, ничто не сможет меня напугать. Торговец в награду за задание дал мне книгу, которую наш герой постепенно будет читать во время плавания, а уже после прочтения станет понятно, что эти знания мне дадут. Рыбалка не была трудной, и даже несмотря на то, что я 4 часа плавал в густом темном тумане, я не увидел ничего странного или страшного.
Поскольку рядом со мной располагался второй городок, Малая Соль, я пришвартовался и здесь, чтобы разведать, что тут есть интересного. Из полезных обитателей здесь был лишь торговец, но здешний барыга принимал только драгоценности, а вонючая рыба ему не была интересна. Из последствий нарушенной психики пока что я заметил только то, что мне стали мерещиться скалы там, где их по идее на самом деле нет. В остальном же все было нормально, только свет на корабле со временем погас. Торговец предложил новый источник дохода – ловлю крабов. Он продал мне повидавшую жизнь ловушку, которую я смогу починить, и сказал, что их можно выбрасывать в море и через пару дней собирать из них добычу. Одной ловушки мне показалось мало, и я прикупил еще одну, при этом в том числе починив старую, и утром 4-го дня вышел в море. Открыл инвентарь и выбросил одну из ловушек за борт, потом увидел подсказку о том, как именно их нужно устанавливать, и понял, что первую я выбросил буквально. Рыбалка продолжалась, постепенно я заплывал все дальше от Большой Соли, потому что старые рыбные места истощались. Пришвартовался у базальтового острова, где был лишь большой заброшенный особняк и склад. Особняк был заперт, а на складе я нашел две весьма странные вещи. Артериальный двигатель, чьи лопасти вращались в такт биения сердца, который в точности совпадал с нашим, и странную руну с символом погибели, который должен был привлекать внимание тех, кто, цитирую, к нему привычен. Поскольку трюм был забит, я смог забрать только руну, а за двигателем, скорее всего, я вернусь когда-то в будущем. Пока не ясно, что это за проклятые вещи и как они повлияют на мою жизнь и работу, но явно это будет что-то интересное и опасное. Уже не в первый раз при продаже добычи я увидел слова торговца о каком-то странном красном свечении на западе, но только сейчас я увидел, откуда именно оно исходило. Свою следующую цель я знал, и пока смотрел новый заказ на крабов, постепенно я понимал, что все меньше в этом видео я буду показывать вам однообразную рыбалку, а все больше загадочных и довольно странных вещей. Еще с первых дней местные жители показались мне немного странными, и я еще не понимал, насколько необычные вещи ждут меня в будущем. Мэр попросил меня доставить посылку на Малую Соль, какой-то маленький закрытый сверток. Маленький закрытый сверток, где-то я уже это видел. Я носил дерьмо в карманах пару игровых месяцев. Нет, это явно должно быть что-то другое. Я проверил ловушки для крабов, и к моему счастью, они были не пусты. А после подался к острову Малая Соль. Начиная с этого момента, не буду вам говорить про пойманный мной улов, чтобы не повторяться и не заострять внимание на однообразной механике. Докер из острова забрал посылку со словами «Отлично, ничего не испортилось». Но мне показалось, что он прячет эту посылку от наших глаз. В награду Докер дал мне книженцию про щадящее рыболовство, а значит, совсем скоро навыки нашего рыбака немного повысятся. Я продолжил рыбалку, не ожидая ничего странного. Иногда во время нее появлялись такие желтые участки, попадание по которым позволяло поймать трофейную рыбу, которая и весила больше, и, соответственно, дороже стоила. И вдруг я поймал нечто странное, гротескного вида рыбину, которая мало того, что выглядела страшно, но и вызывала у героя странные чувства по типу звона в ушах и головной боли. Рыбина сдохла сразу после того, как была вытащена из воды, но ее чешуя продолжала странно пульсировать. Я не был уверен, имеет ли к этому отношение та странная руна, хотя, скорее всего, так и имеет. Мне было очень интересно, что случится, когда я привезу ее к берегу, что ответит торговец и смогу ли я вообще ее продать, а если и смогу, то не повлияет ли это как-то на местных жителей. В поисках красного сияния за островом я начал обплывать его с одной из сторон. Самого свечения больше не было видно, но я наткнулся на странный гудящий камень, к которому можно было приложить руку, но камень на это никак не отреагировал. Дальше на берегу я нашел обломки корабля, откуда забрал древесину, деталь для исследований и пару драгоценностей. Их как раз искупал торговец на Малой Соли. Я подумал, что раз я уж начал обплывать остров по кругу, то, наверное, и продолжу, ведь все равно свечения видно не было, и скорее всего оно проявляет себя только ночью. Чуть дальше я нашел каменную плиту. На ней были высечены изображения рыб, а у основания выбита неровная фигура. Скорее всего, нужно наловить рыбы и разложить ее здесь так, чтобы она заполнила все содержимое этого выреза. Только я не понимал, сюда подойдет любая рыба или только искаженная, а можно ли ложить сюда одинаковые виды рыб. Так что пока я отложил это на второй план, ведь сейчас были дела поважнее.
Ближе к ночи я наконец-то добрался к острову Большая Соль. По пути проверил ловушку для крабов, и в ней как раз находился второй, нужный мне для задания краб. Я впервые влетел в скалы, зацепив их левым боком корабля. Повреждение в этой игре не было простой формальностью, оно буквально лишало меня части моего судна, и если бы на этом месте была рыбина или двигатель, то, вероятнее всего, рыбина бы отсюда пропала, а мотор повредился бы и плыть мне пришлось на одном. Я заметил, что свечение опять появилось, но сперва мне нужно было по-быстрому выполнить заказ на крабов, продать всю рыбу, хотя стойте, пока я в спешке продал одну, странно, но торговец на это никак не отреагировал. Я решил закрыть и открыть меню торговли, и это помогло. Полысевший торгаш странно улыбнулся, заметив эту покореженную рыбеху, и сказал, что такая рыба всегда поднимает ему настроение. Он нащупал на рыбине какой-то бугорок, распорол брюхо и достал оттуда носовой платок с изящной вышивкой. К моему удивлению, за рыбу он заплатил гораздо больше, чем обычно, а ведь я предполагал, что этих извращенных рыб вообще нельзя будет продать. Более того, платок он отдал мне и сказал, что если я поймаю еще такую рыбу, то надо принести ее ему. За это он мне хорошо заплатит. Из окна каюты на меня посмотрел какой-то мужик. Сказал, что видел рыбу, проданную торговцу, и что он из нее достал. Он попросил осмотреть этот платок, но не здесь, а на Базальтовом острове. Это было то самое место, где я не застал жителей и забрал в сарае странную руну. Я открыл универсальную удочку и поставил ее взамен старой. Свое первое удилище я выбрасывать не стал, так как оно давало 40% прибавку к скорости ловли, но мое внимание было захвачено другим. Что-то странное здесь происходило, и простая рыбалка уже давно перестала быть моей главной целью. Мастер дала мне книгу по работе с двигателями, которую я буду читать, пока я направляюсь к Малой Соли, чтобы продать драгоценности. К удивлению, за кольцо и цепь я выручил всего 30 монет, хотя ожидал получить в несколько раз больше, как минимум. Но сейчас я должен плыть на Базальтовый остров. Кстати, прошлая книга была прочитана, и теперь у меня есть небольшой шанс не уменьшить запас рыбы в косяке при ее поимке. Теперь особняк был открыт, и меня встретил тот загадочный мужчина. В одной руке он держал странную книгу и назвался коллекционером, который собирает картины, артефакты, сокровища и другие странные диковинки. Он осмотрел платок и понял, что это вещь со старого затонувшего корабля, который он уже давно ищет. Он предложил мне найти для него другие артефакты из того корабля, взамен на что он прямо сейчас установит мне драгу, которая позволит доставать затонувшие предметы из морских глубин. Само собой, я согласился. Было нечто уникальное во всех этих странностях, что здесь происходили. Я совершенно точно понимал, что ни к чему хорошему мои расследования не приведут, но от этого все становилось только интереснее. Мне нужно было найти кольцо, ожерелье, часы, шарманку и ключ. Жители этих островов могут знать что-нибудь про это, так что надо будет их об этом расспросить. Я поплыл на Большую Соль, чтобы продать все излишки рыбы и наконец-таки отправиться вслед за странным свечением. Торговец попросил об одном последнем и весьма странном одолжении – привезти ему еще одну такую же странную рыбу, а после спросил, как думаешь, что будет, если съесть такую рыбеху. Я ответил, что скорее всего из-за этого ты сойдешь с ума. Но его это не остановило, он должен был узнать про это сам. Я отдал рыбину ему, получив награду пару частей для исследований. Продал остатки рыб, после чего услышал, как торговец закрылся в своем магазине. Части для исследования я потратил на катушку. Увидел, что у здешних жителей есть ко мне какие-то дела, но я должен был узнать, что находится там, где мерцает это алое свечение. Впервые я увидел здесь еще один корабль, хотя сразу и понял, что ничего хорошего от этого ждать не стоит. Он направился в мою сторону, и уже вблизи стало понятно, что это мираж, который создала глубоководная рыба, если только это не очередной глюк, навеянный туманом. Но я не собирался сдаваться, потому что источник кровавого свечения был недалеко. Я заплыл в него и увидел, что это какой-то предмет на дне океана, который я смогу достать новым подъемником. Принцип его работы отличался от обычной ловли рыбы, и, если честно, я понял принцип его работы быстрее, чем успел прочесть описание. Эти диски вращались по кругу. Черные деления были чем-то вроде стены, которую надо было избегать, перепрыгивая с одного кольца на другое. Это был древний изысканный ключ. 100% это один из артефактов, которые нужны тому странному типу с острова. И знаете, я считаю, что порой любопытство губит.
Я увидел еще один источник алого свечения и решил направиться туда, но эта странная дымка очень плохо влияла на разум героя и даже преследовала меня некоторое время. И все же, к счастью, я смог вырваться. По пути выловил драгоценное кольцо. Да, теперь с помощью этой лебедки я смогу вылавливать из воды не только рыбу, но и все те полезные ресурсы, которые встречались мне до сего момента. Первым делом я поплыл к большой соли, попутно теряя часть улова из-за налетевшей стаи птиц. Мэр сказал, что стоит больше отдыхать, а торговец... его не оказалось на месте. Лавка была заперта изнутри, и я не был уверен до конца, жив ли он или уже скончался из-за съеденной рыбы. Старая смотрительница маяка рассказала мне о странном свечении в какой-то части глубин здешних вод, но сказала про это все забыть. Сказала, что вокруг происходит много странного, что она много всего видит во время своей работы и не уверена, настоящие это были вещи или нет. Она не была уверена даже в том, настоящие ли мы. Мэр тоже ответил слегка странно, если задуматься. На вопрос, что случилось с прошлым рыбаком, он сказал, что он был никудышным, часто ломал корабль, днем в основном спал, а ночью работал. Я понимаю, что я в итоге поймал для города много рыбы, но первое знакомство с мэром было как раз после того, как я растолк свое судно, и ко мне после этого он отнесся приветливо. Хотя, может быть, я все это просто выдумываю. Здешний строитель попросила меня помочь ей убраться из этого города, не назвав точных причин. Она просто хотела двигаться вперед. Попросила привезти на стальной мыс 2 кучи металлических деталей и 2 связки дерева, чтобы она смогла построить там дом для себя. Ситуация с торговцем меня сильно взволновала. Я не знал, как скоро он появится, да и не был уверен, жив ли он вообще, или умер из-за съеденной рыбы. Теперь в рыбалке нет смысла. Нет рыбалки, нет денег, а без денег починить корабль, который я стал ломать куда чаще, будет не за что. Я прикинул на карте, где могут быть еще города, но не был уверен в том, что теми точками являются именно дружественные города, а не какие-то простые точки интереса. Пока плыл, что-то заползло ко мне в трюм. Я проверил корабль, одна из рыбёх оказалась заражена. Я поймал еще одну, а эту выбросил от греха подальше. После погнал к особняку, чтобы отдать коллекционеру ключ. Когда тот его взял, то ключ начал странно деформироваться, меняя размер своих частей. Он решил, что части затонувшего корабля раскидала по дну моря сильнее, чем он предполагал, поэтому, с нашего позволения, он каким-то странным образом помог нам облегчить свое плавание. Теперь можно было ускорять судно на небольшой промежуток времени, но это плохо влияло на рассудок, и к тому же чрезмерный перегрев двигателя может вызвать поломку. Следующее любопытное место коллекционер отметил на моей карте, так что кроме торговца рыбой сейчас меня ничто не волновало. Прочитанное руководство по двигателям ускорит наше перемещение на 5%, а пока я скитался по морю и вылавливал все, что плохо лежало. Ресурсы, драгоценности, все кроме рыбы. Я потратил единственный компонент на часть исследования новой удочки для ловли вулканных рыб, совершенно забыв, что еще есть двигатели и ловушки, которые тоже требуют внимания. А потом, поскольку рыбу ловить сейчас смысла особого нет, а я добыл приличное количество ресурсов и драгоценностей, поплыл на Малую Соль. Здесь чей-то горюющий отец попросил моей помощи. Его сын погиб в плавании и сейчас лежит на дне моря вместе с утонувшим кораблем. И он попросил достать меня его бронзовую ременную пряжку, чтобы у отца осталось хоть что-то в памяти о своем сыне. Я начал оплывать остров по кругу, попутно вылавливая все ресурсы на своем пути. Нашел еще одну записку с того же судна, которое было переименованным. В записке писалось о без ниоткуда появляющихся скалах в море и о том, что капитан корабля постоянно сверяется с заметками по поводу переименования корабля, потому что боится, что сделал что-то не так. Раньше он не был таким суеверным. А вот и то самое место. Кроме пряжки я нашел здесь цепь и металлолом. Поплыл к стальному мысу и оставил там ресурсы для постройки хижины, нашел полезные ресурсы в уламках очередного судна и вернулся на Большую Соль, где смотрительница маяка спутала нас с кем-то со своих старых друзей. К моему счастью, торговец был жив, и во всяком случае внешне он выглядел вполне нормально. Ага. Я уж было боялся, что он превратился в какого-то мутанта или во что-то подобное, как та рыба, которую он ел. На этот остров я приплыл, чтобы сдать задание строителя, но оказалось, что теперь мне нужно будет доправить ее к тому самому мысу, куда она хотела убраться. Только в пути я вспомнил про горюющего отца, отдал ему пряжку и принял награду в виде деталей для исследований. Плюс незадолго до этого здешний торговец дал мне книжку для чтения.
Доставить девушку на мыс не составило труда. Время от времени я использовал ускорение для корабля, не боясь низкого рассудка. Как-никак ни одна из повстречавшихся опасностей не была быстрее, чем мое судно. А вот врезаться в скалы я стал немного чаще из-за не особо осторожного плавания. Вроде все шло тихо и спокойно, но я пока не знал, куда мне придется отправиться и какие существа будут ждать меня там. Я открыл пару других двигателей. Первый просто для того, чтобы разблокировать другие ветки исследований, а вот уже из двоих других пришлось выбирать. Один из них был медленнее, но надежнее. Скорее всего, использовать ускорение на первом двигателе можно было бы дольше, а вот второй двигатель просто позволял развивать большую скорость, не претендуя на звание самого надежного. Я выбрал второй, ведь ускорение приводило к медленной потере рассудка. Это значит, что в ночное время пользоваться им будет еще менее разумно и практично. Ведь миражи миражами, но один бог знает, что еще может появиться, если наша крыша поедет окончательно. Денек я потратил только на то, чтобы заработать достаточно денег, чтобы купить только что собранный движок и установить его на судно. Насколько я понял, чтобы расширить именно вместительность нашего корабля, а не просто подогнать ячейки под установку удилищ, света до двигателей, нужно открыть все из 4 улучшений первого этапа, чем я потихоньку и начал заниматься. Но заниматься целенаправленным гриндом мне не хотелось. Меня очень сильно манила именно сама история, и чертовски интересным было посмотреть ее продолжение. Так что я двинул в длинный путь, к штормовым скалам. На своем пути я встретил чудаковатого незнакомца, который попросил утолить его голод. Он показал рыбину, похожую на голубую скумбрию, но странные виды и манера поведения этого чудака подсказали мне, что ему подойдет именно испорченная и зараженная особь. Мне повезло найти место обитания скумбрии в сотни метров отсюда, и одна из особей как раз таки и оказалась заражена. Ему было слишком мало, и в этот раз он попросил тигровую скумбрию. Я не знал, где обитает этот вид, и решил не задерживаться здесь, тем более, что уже наступала ночь. Впереди меня ждал еще один утонувший артефакт, и я плыл к свету, который пробивался сквозь густой туман. Впереди был большой город, судя по множественным огонькам. Я обернулся по сторонам, чтобы попытаться найти алое сияние, но так его и не увидел. И да, скорее всего, прямо сейчас вы заметили его в правом верхнем углу, но я был слишком невнимательным, потому что все мое внимание привлекла вот эта маленькая бухта с кораблем. На ней жила девушка, которая торговала рыбой и путешествовала по городам. Еще у нее было немного оборудования, так что здесь я смогу и рыбу продать, и корабль починить, и даже провести исследования. Я заприметил, что здесь обитает какая-то новая рыба и принялся ее ловить. Поймал черноротого лосося, полиприона и нашел грузовую декларацию, где было указано 4 особых товара, очевидно из затонувшего корабля, который я как раз и искал. В ней были указаны шарманка из дуба, деревянная миска, чайный сервиз и банка с землей. Не с простой, а с землей из места падения метеорита. Кто знает, может именно метеорит стал причиной всех этих странных событий. Я посетил город, где местная жительница попросила меня привезти ей морского угря. Да не простого, а, так сказать, выдержанного. Протухшего, если говорить по-простому. Нихуя жить поваром. Она говорила, что это отличное мясо для блюда, а те, кто жалуются, что мясо протухшее, просто не умеют его правильно готовить. Nie dobre to jest. Ani do ostra i słone. Takie. Taka. Dara, kurwa. Она закапывала угрей в землю, чтобы там они доходили до нужной кондиции, но собака их все съедает. Так что придется нам найти морского угря, вот только они обычно прячутся где-то в островных ущельях и выползают наружу только ночью. Да, находился я далеко от того места, которое по привычке чуть не назвал домом, но в принципе и здесь было все, что нужно для моего существования. Я забил трюм рыбой до самой завязки и погнал ее продавать. Девушка попросила меня ей помочь. Она пыталась собрать сведения о нескольких видах рыб, но никак не могла их найти. Насколько я понимаю, это задание будет довольно продолжительным, поэтому я решил, что выполню его на фоне, занимаясь сюжетными миссиями. Главное выбираться в море и днем, и ночью, чтобы встретить все возможные виды рыб. Ближе к следующему утру я пришвартовался у пары отшельнических зданий, которые располагались вдали от города. Здесь жил лишь один старик, который явно был здесь не совсем по собственному желанию. Я спросил, почему он живет в таком опасном месте.
Позднее поймете, почему опасно. На что он ответил, что остался здесь из чистого упрямства. Раньше он жил здесь с женой, и все было бы хорошо, пока после очередного обвала он не остался один. Я предложил отвезти его в город, но дед был против, так как в городе жил его брат, с которым в молодости они сильно повздорили. Он украл фамильный герб семьи у своего брата, а теперь, после обвала, какая-то тварь утащила обломки домов в свои норы. Ну, не знаю, что там за тварь, но я взялся помочь старику. Очевидно, под норами он имел в виду всю эту сеть проходов между скал, и... Мне не повезло мгновенно напороться на эту рыбину, благо что после одного удара она скрылась где-то на глубине. Когда при взаимодействии с одной скалой я увидел, что их можно взорвать разве что динамитом, а после при взаимодействии со второй прочел, что где-то между камней застряло что-то похожее на большой зуб, я подумал, что возможно стоит приманить рыбу к себе, а когда та начнет атаковать меня, стать напротив этого завала, чтобы та врезалась в него и расчистила путь. Все звучало логично и разумно, вот только нужно было теперь эту рыбу найти. Я вернулся к торговке, продал рыбу, скинул все лишнее в трюм, доступ к которому можно получить из любого города, починил поломку и отправился на поиски той рыбины. В первый раз привлечь ее внимание мне не удалось, и та скрылась где-то на глубине. А вот второй, я был слегка растерян, но надеялся, что делаю все верно. К сожалению, это не сработало. Я был рад хотя бы тому, что после одного удара эта рыбина уплывала прочь. Но вот из-за сломанного двигателя плыть к верфи для починки мне пришлось гораздо дольше обычного. Я решил попробовать еще раз. По пути мне попадалось очень много ресурсов. Я буквально забил полезностями почти весь трюм, но, к сожалению, встретил одноглазое чудище совершенно не в том месте и не в то время. Была ночь, да и я немного заплутал в этом тумане, но после пробоины таки смог найти фамильный герб, который искал дедуля, и поспешил домой, чтобы не получить новых повреждений. Почти на ощупь я выбрался из этих лабиринтов. Заметил темный дом где-то на склоне, я понимал, что это всего лишь видение, но почему-то мне было интересно посмотреть на него поближе. И когда я уже вышел на финишную прямую... Это было довольно страшно, и я такого совсем не ожидал. Мне почему-то казалось, что последствиями разрушенной психики для меня будут максимум какие-то рыбы по типу этой, которая сейчас за мной гоняется в который раз. И сбросить ее с хвоста у меня не получилось. Зато я поднял фамильный герб снова, поднял немного металлолома и поторопился в безопасное место. Дедуля был очень рад и попросил меня отвезти герб своему брату Вингфелл. Он же подсказал мне, как можно расчистить каменные завалы в этих местах. Выход был один – взрывчатка. По великому совпадению... Ой, как удобно. Его брат когда-то занимался взрывчаткой, а это значит, что я все правильно делаю. Уверен, не пройдет и день, как он начнет ее продавать. Я поймал немного рыбки, механика поимки этой рыбехи тоже отличалась и была, пожалуй, даже легче. А после вернул герб брату старика, и китобой таки простил ему старую кражу. Тяжело вздохнув, сказал, что тот может пожить в его старой мастерской первое время. А еще он попросил помощи с расчисткой обвалов, чтобы не пришлось каждый раз плавать в обход. Заряд динамита он уже установил, так что остается только сплавать туда и его активировать. Но сперва нужно куда-то деть всю эту гору рыбы. Я взорвал один заряд. Вернулся к китобою, тот уже был готов встречать брата, и на следующее утро семья воссоединилась. Эти старики так забавно выглядели, представляю, как они бы ворчали, если бы игра была с озвучкой. Широкой делайте, широкой или широкой? Поверни, ведь направо! Направо! Я сейчас уебу, что ты, блядь, перевернешься сам и направо, и налево. Старый китобой сказал, что снова взялся за старое. Сейчас выпьем. Что снова стал делать взрывчатку. Дал мне один экземпляр бесплатно, а потом я еще маленько взрывчатки докупил, потому что завалов в тех скалах было явно больше, чем один. Бояться того огромного одноглазого монстра смысла нет, он атакует только один раз, так что я погнал туда, взорвал один проход, за ним поймал немного очищенного металла, взорвал второй,
А после, если вы играете в игры уже давно и застали старые игрушки, где разработчики очень любили прятать различные полезности в каждый закуток, то глядя на этот водопад вас явно посетит такое, знаете, странное чувство, что за ним обязательно должно что-то быть. Вот и я потихоньку, чтобы не ухайдокать корабль, стал туда пробираться, и моя догадка оказалась верной. Здесь был какой-то вид рыб, который я не мог поймать. И вроде бы и самый типичный для многих игр, но такой редкий конкретно здесь сундук с сокровищами. В нем был еще один шмат очищенного металла и большой мешок с сокровищами, который, к моему сожалению, брать уже было некуда. Я нашел очередную записку от, давайте будем считать, что это жена командира корабля. Просто она постоянно говорит о нем, используя только слово «он», что звучит слегка странно. Муж все еще отказывался брать ее на борт, что ей будет скучно и что его команда может вести себя неподобающе. В итоге ей приходилось сидеть дома одной. Муж установил на корабль оборудование для сбора обломков, и автору сей записки не втерпешь было это дело опробовать. Последнюю часть динамита я использовал в заливе, где раньше жил дедок-отшельник, и оказалось, что именно здесь и находится второй артефакт, который был мне нужен. Это была старая шарманка. Понимая, что это музыкальный инструмент, вряд ли она еще куда-то может сгодиться, но именно артефакты пока что находятся самой важной составляющей игры. Именно артефакты открывают для корабля новые способности и двигают главный сюжет. Так что моим следующим действием станет доставка шарманки коллекционеру на Базальтовый остров. Но сперва нужно вернуться к забытым вещам. Да, я сейчас говорю о спрятанном за водопадом сокровищем, за которое игра обещает мне целую гору монет. По пути в своих странствиях я всегда старался делать так, чтобы трюм корабля не простаивал без дела, так что каждый раз я прерывался на рыбалку или добычу лишней пары ресурсов для будущих улучшений. И даже когда я плыл назад на Базальтовый остров, я добирался туда не вхолостую, ведь, как говорится, в гости с пустыми руками не ходят. Рядом с его островом было скопление камней с вырезанной руной. Не помню, было ли это здесь раньше, но я решил приложить руку к камню, чтобы посмотреть, что произойдет. Перед глазами возникает видение. Вдруг землю врезают темные скалы, они пробивают здания и деревья, песок и волны, пробивают саму базальтовую основу этого острова. Коллекционер уже не знал, ждать ли меня в гости или я сгинул где-то в пучине. Тяжелая шарманка оставила следы на полу особняка, но его это не волновало. Он лишь спросил, нашел я ее среди скал или в каком-то другом месте. Очередная помощь от этого странного человека дала нам возможность мгновенно перемещаться из любой точки мира к его острову. Но, если честно, мне кажется, что это не помощь, и мы лишь сильнее увязаем в этой странной пучине неизвестности, которая окутала здешние острова. Я решил, что стоит сделать небольшой перерыв между сюжетными заданиями и заняться главной механикой – рыбалкой, чтобы нафармить денег и деталей для будущих приключений. Благо, ресурсы попадались довольно часто, и со временем их накопилось достаточно, чтобы я задумался над кардинальным улучшением всех механизмов корабля. Смотрительница маяка не одобрила мои далекие плавания в опасные места, а я тем временем начал заниматься улучшением судна. Добавил ячеек для сетей, для удочек, накопил денег на улучшение трюма, но даже после того, как корабль преобразился и стал выглядеть немного мужественнее, что ли, я не остановился и продолжил путешествие. По сюжету следующий артефакт я должен буду искать в Звездной бухте, но улучшений мне показалось мало. Я поплыл обратно во второй город, увидел там разбитый корабль, который очень сильно напоминал мой. Проверил шкафчики, трюм, нашел записку рыбака, которую решил прочесть немного позже, а в итоге совершенно о ней забыл. Я думаю, что вокруг этих скалистых ущелий, вероятно, еще осталось много полезных материалов, и так оно и было. Я даже нашел морских угрей, которые просила женщина с собакой. Вот только ей нужен был именно протухший угорь, так что одного я продал, а второго просто возил с собой, ожидая его
его кондиции. Я успел приобрести второй этап улучшений корабля и уперся в новый корпус, для которого нужен был очищенный металл, а вот он попадался достаточно редко, и в итоге одной единицы мне не хватало. Далеко не сразу я заметил, что врезаясь в скалы, я потерял морского угря, которого приберег как раз для задания. Но в принципе я никуда не спешил, спасибо игре, что совершенно не подгоняла меня, и я мог заниматься тем, чем мне хотелось. Совсем скоро я нашел новых угрей и в этот раз поступил умнее. Я спрятал одного такого в трюм на берегу, где с ним ничего не случится. Главное о нем не забыть. А проблему с недостающей кучкой очищенного металла я решил довольно просто и грубо. Я его купил за $500. Да, это не дешево, но деньги здесь добываются довольно быстро. И даже на этом я не остановился и продолжил заниматься не сюжетом, а своими делами. Ловил рыбку, вылавливал доски и металл со дна. Решил купить у старого китобоя немного взрывчатки на будущее, поскольку что-то мне подсказывает, что в будущем она может мне пригодиться где-то вдали от этого места. Сегодняшней ночью я вспомнил о найденной записке, правда, как видите, она не была особо содержательной. Пучина, небо, пучина, небо, пучина навсегда. Печать сундука сорвана. Я продолжал зарабатывать деньги для улучшения своего судна. Нашел еще один сундук в корабле, который разбился о береговые рифы. Нашел второй корабль, в котором еще горел свет, и подумал, что там ну просто обязательно кто-то должен быть. Так и было, правда, немного иначе, чем я себе это представлял. Дни шли плавно и быстро, и если честно, рыбалка мне не успевала надоедать в силу своей простоты. В то же время, во время самой рыбалки надо быть сконцентрированным, чтобы попадать в тайминги и ловить рыбу быстрее. Я выкупил у здешней торговки пару компонентов для исследований и решил открыть вторую удочку. По площади занимаемого места они вдвоем будут занимать почти столько же, сколько и следующая, так что покупка точно будет полезной и позволит ловить еще больше видов рыб. Именно поэтому следующие очки я решил вложить в более мощный движок, который казался прямо-таки массивным, но с учетом прокачанного корабля места мне должно хватить на все. Я решил, что пока гриндить достаточно, пора бы возвращаться к сюжету. Впервые я использовал быстрое перемещение. Перед сюжетом я должен был наведаться к старой знакомой, которой помогал доставлять ресурсы под строительство домика. Она жила там одна, и мне было интересно, нет ли у нее для меня новых заданий или какой-то интересной истории. Она дала мне книжку и сказала, что если понадобится, я могу оставлять здесь лишние вещи или стать на якорь, чтобы переждать ночь. Еще немного гринда, продажи всех накопленных сокровищ, и мне хватило денег на покупку 2 новых удочек. За продажу старых я получил вполне солидные деньги и решил сразу же купить себе и рыболовную сеть. Теперь прибережная рыба будет ловиться сама собой, когда сети раскинуты. Мне остается только следить за состоянием сети, ну и продавать пойманную рыбу. Оказалось, что у сети отдельное дополнительное хранилище, что чертовски удобно. Главное, чтобы когда сеть будет разрушаться, из нее не повыпадала вся рыба. 36-й день. Все, пора. Я решил открывать новые территории и поплыл на запад. Здешние острова выглядели очень ярко и приветливо. Я не мог и подумать, что будет ждать меня буквально через пару сотен метров. На дне этой затоки жило чудище, которое стало агрессивным, как только я заплыл на его территорию. Не знаю, каким чудом я избежал его удара, но я был чертовски рад попасть в безопасное место. Даже не представляю, какая дичь может ждать меня впереди. Я решил погнать сразу в ад и попытаться быстро вытащить нужный мне артефакт, танкуя урон, но у меня банально не было нужного оборудования для такой работы, поэтому пришлось в спешке убегать. Я посмотрел на оборудование, которое нужно было для глубинной ловли, но как его открыть, было неясно. Даже открой я все доступные технологии на данный момент, технология именно для ловли на глубине мне все равно осталась бы недоступной, потому что это совершенно другая ветка улучшений. Я решил, что рано я полез в этот биом, и стоит вернуться в город, на котором жили братья-старики и женщина с собакой, выполнить все их второстепенные квесты, за которые я, возможно, и получу эту самую технологию. Но уплывать отсюда, не исследовав все точки интереса, я просто не мог, так что, сбросив купленную крабовую ловушку, я погнал навстречу приключениям. Только заметил, кстати, что это та самая девушка-бродячий торговец из предыдущих локаций. Было приятно видеть ее в добром здравии. И хорошо, что я отсюда не уплыл так быстро.
быстро. Я нашел заброшенную исследовательскую базу с едва работающим генератором и полуразрушенной лабораторией. Нашел там немного полезностей и какие-то брошенные технологии. На столе лаборатории лежали какие-то детали неизвестного прототипа чего-то, но взять их было нельзя. Оставалась еще одна локация, которую я не посетил. Выглядела она немного зловеще, но это оказался старый заброшенный форт, куда перебралась женщина-ученый. В найденных ранее записках я прочел, что все-таки автор записки была замужем за капитаном, а женщина-ученый рассказала мне очень интересные вещи. Ей нужно было собирать образцы некоторых видов рыб для изучения, вот только то место, где она была раньше, было практически разрушено. Тот огромный осьминог почти целиком уничтожил базу, и ей пришлось бежать оттуда, оставив там большую часть оборудования. Не глядя на нужные ей образцы, один из которых, кстати, у меня уже был, я сразу понял, что речь идет о той самой заброшенной базе, где я только что был, и как раз то брошенное оборудование мне и надо будет забрать. По пути я заскочил к торговке, ведь продал рыбы достаточно, чтобы купить себе новый двигатель для корабля. Более того, даже 2 двигателя. Если я врежусь во что-нибудь и один из движков выйдет из строя, то я смогу сравнительно быстро убраться оттуда за счет второго. Я притарабанил нужные образцы буквально за один заплыв. Почти весь улов я продал, оставив лишь светлячкового кальмара и медузу, которая попалась в сети. Теперь ученый будет готова начать работу над глубоководным устройством для рыбалки, но ей нужно привести прототип. А на вопрос, не происходило ли тут чего-то странного, она рассказала, что начала находить письма, написанные почерком ее сестры, в которых было написано про события, которые происходили после ее смерти, и последнее время она на подобные письма натыкается все чаще. Я сразу же провел параллель с теми записками в бутылках, которые находим мы, и мне кажется, что вполне возможно, что они написаны нашей погибшей женой. Или же на самом деле это мы все умерли в этом странном тумане, а записками с нами говорит наше подсознание. Но не будем придумывать то, чего может и не существовать на самом деле. Я забрал прототип устройства, отдал его ученой, попутно приторговывая и ловля рыбу. Новое глубоководное устройство уже было в моем трюме, но на корабль поставить я его не смог. Только приплыв к подруге-торговке, я решил, что сниму сети, ведь эта штука для меня сейчас гораздо важнее. Установив ее, я сразу же открыл и более продвинутую ее версию, так что пришлось буквально через секунду после этого старый прототип выбрасывать и ставить на его место новый. Вместе с прототипом девушка-ученый дала мне устройство-генератор, которое надо отвезти на заброшенный комплекс. Там стоит установка, которая должна усмирять этого осьминога, и генератор сможет запитать ее на некоторое время. Я сразу же погнал ловить всевозможную рыбу прямо над этим чудищем, опасаясь того, что вот-вот, буквально сейчас, шумная установка выключится и меня ждет боль. Но я успел наловить полный трюм рыбы, а эта вышка выключилась аж через, не знаю, приблизительно 12 игровых часов. Само собой, я успел забрать и новый артефакт, вот только меня разрывало между тем, что делать дальше. Выловить все образцы для ученой или вернуться к коллекционеру с загадочным кольцом. Днем я повторил заплыв, хоть в этот раз он во многом и состоял из драгоценностей, а не из рыбы. Некоторые виды, которые нужны были ученой, здесь найти я не смог, и очевидно, ради них придется соваться куда-то в еще более опасные места. Я улучшил все характеристики корабля и открыл возможность установить новый корпус. Ох, я так этого ждал. Я даже готов потратить еще некоторое время на поиски компонентов для его улучшения, но сейчас, после ночевки, мне оставалось одно – вернуться к коллекционеру. Мы, безусловно, добились значительного прогресса, и я знаю, о чем ты думаешь. За такой предмет можно выручить целое состояние, но его значимость превосходит материальную ценность. Так или иначе, тебе причитается награда. Я понимал, что все эти способности, дарованные странной книгой в руках этого человека, наносят мне какой-то неосязаемый вред, но в этот раз способность действительно была полезной. Я смогу создавать яркую вспышку, чтобы отогнать от себя тьму. Я решил снова расслабиться на некоторое время, просто плавал, ловил рыбу и наслаждался тем, насколько быстрее и сильнее стал мой корабль. Смотрительница спросила, нашел ли я то, что искал, ведь я посетил уже почти все острова. Ориентируясь на найденные артефакты, я ответил, что нашел почти все, а там
Там уже точно произойдет что-то, что перевернет мир с ног на голову. И почему-то я прямо-таки был в этом уверен. Она спросила, почему я считаю так, ведь раньше я уже так думал, и вот чем все обернулось. Я тоже не знаю чем. Здесь моя теория о том, что я и был тем самым капитаном, потерявшим судно, показалась мне немного правдоподобнее. И, быть может, вообще рыбаком, который был здесь вроде как до меня, как раз и была моя жена. Но неспешное прохождение продолжалось. Я понял, что очень близок к последнему улучшению корпуса корабля и решил опять заняться поиском добычи. Я вернулся в Вингфелл к штормовым скалам, потому что мне казалось, что я достаточно хорошо знаю эту местность, да и ресурсов здесь плавало достаточно много, поэтому следующие несколько дней я не только собирал древесину, веревки и металлолом, но и активно ловил рыбу, чтобы заработать денег, ведь установка нового корпуса сожрет все мои сбережения. Буквально через пару дней я собрал все нужные мне детали. Правда, на покупку очищенного металла ушли почти все мои деньги, и я переключился на ловлю рыбы ради чистой прибыли. Наконец-то мне удалось поймать мутировавшую тигровую скумбрию. Я уже не один десяток дней за ней охочусь, но почему-то удача постоянно проходила мимо меня, а тут я поймал таких сразу две. Мужик, который просил у меня такую рыбу, был в истории так давно, что вы могли его забыть. Я вернулся к одиноким островкам, где он жил, и отдал ему рыбы на дегустацию. Пасуці Буджар шанує, але що то є за гумно то? Ему все еще было мало, и он захотел очередной вид скумбрии, в этот раз змеевидную. И не знаю почему, я был уверен, что водится такая только в море. И я решил опять забыть про это задание и поплыть дальше зарабатывать деньги на корабль, потому что для морской рыбы у меня все еще не было нужного оборудования. Ну вот это уже совсем другое дело. Хоть на первый взгляд внешне корабли отличаются не особо сильно, или это просто я невнимательный, но ощущения от плавания были совсем другие. Да и трюм корабля теперь стал еще больше. Вот теперь можно и к сюжету, подумал я, параллельно все-таки продолжая собирать ресурсы, когда те попадались на моем пути. Но это уже отошло на второй план, ведь я сгорал от нетерпения. Что же ждет меня дальше? Пришла пора отправляться на лохматую косу. Не знаю, что я увижу там, но 100% это будет что-то уникальное. Правда, мой запал очень быстро был потушен. Я увидел перед собой корабль. Вполне обычный и нормальный корабль, что для самой игры является крайне необычным и ненормальным. Поэтому подбирался к нему я с некой опаской. Внутри закрылся какой-то мужчина, который был очень нервным. Ему нужно было доставить посылку на Малую Соль, но какое-то чудище его испугало. Гигантский левиафан, который был прямо под его кораблем. Не могу быть уверенным до конца, было ли это очередным видением этого дьявольского тумана, или это тот осьминог рядом с научным центром. В любом случае, я предложил этому мужику свою помощь в доставке посылки и вернулся обратно на Малую Соль. Сама посылка будто шевелилась, и сам посыльный сказал, что кажется, будто бы из нее доносится едва слышный шепот. Это не первый подобный товар для того странного мужика из Малой Соли. Раньше я уже доставлял для него какой-то сверток от мэра, но других вариантов не было. Я отдал ему коробку, и он просто ушел куда-то с ней, даже не удосужившись заплатить за доставку. Странным был этот город, странный мэр, странный докер, что-то здесь явно было не так. Но меня ждала новая неизведанная территория. Знаете, когда плывешь по океану в сущей темноте и видишь яркий свет где-то вдали, в такие моменты чувствуешь эту густую и глубокую атмосферу игры максимально сильно, будто бы каждый раз пучина бесконечно преследует тебя и хочет поглотить, но каждый раз ты из нее вырываешься, рвясь к яркому свету. Еще издали я узнал этот обветшалый понтон. Это снова старая знакомая торговка. Ну хотя бы будет где переночевать и починить корабль. Здесь водились какие-то жуткие твари, но я быстро погнал вперед к причалу, который мерехтел вдали. Меня встретил какой-то выживший мужик, которого жизнь потрепала явно не слабо. Да блядь, я не могу
Он рассказал мне о том, что потерпел здесь крушение со своими ребятами. Как я понял по его наплечному знаку, это был военный летчик. Он хотел расчистить это место от тварей, которые сожрали его друзей, и в выживших остался лишь он один. Угостив меня деталькой для исследований, он попросил помочь, найти 2 части миномета, чтобы он смог убить этих тварей, пока я буду заманивать их в ловушки. Быть приманкой звучит довольно весело. А еще, если я встречу на пути жетон его сослуживцев, то надо будет доставить их ему, чтобы он смог почтить их память. Я поплыл искать первую часть миномета. Знаете, здесь игра сыграла со мной небольшую шутку. Поскольку я прокачал скорость корабля, а здесь местами было очень тесно, я часто натыкался на препятствия и частенько ломал корабль. Как я и догадывался, здесь мне нужна будет взрывчатка, которую можно будет забрать в доках у торговки. А сами эти твари, как я понял, реагируют на звук. Но я все равно шумел. Я просто старался быть быстрее них и убегать скорее, чем те смогут меня заметить. Я взорвал старую корягу, преграждающую мой путь, нашел квитанцию на покупку серебряного ожерелья и довольно быстро добрался к первой части миномета. Попутно я ловил новые неизвестные мне виды рыб, но поскольку это мало на что влияло или не влияло ни на что вообще, на этом я не буду останавливаться. Вторая часть миномета была немного дальше от меня, и мне пришлось немножко поиграть в прятки с этой странной тварью, но в остальном все было довольно просто. Пока что. Теперь же мне нужно поймать определенные виды рыб, чтобы седой авиатор сделал из них приманку, с помощью которой я и затащу тех существ в ловушки, которые тот уже соорудил. Здесь было не так уж много видов рыб, но дольше всего мне пришлось ловить именно самую мелкую и простую рыбеху. Всего приманок было 3, и каждая хоть немного отличалась своим составом. Когда тварь меня заметила, я постарался затаиться, но это не помогло. Я рванул к ловушке, установил там приманку, и прямо передо мной появилось оно. Это было легко. Только теперь нужно показать трофей летчику, а заодно сделать еще 2 порции приманки. Теперь, когда этот лес стал безопаснее, я мог немного выдохнуть. На данном этапе с улучшенным кораблем ночь для меня уже практически не была страшна. Фонари хорошо защищали от темноты, а если даже что-то и появлялось, то можно было быстро уплыть прочь. В награду за труды авиатор дал мне ожерелье, тот самый артефакт, который я и искал. Но я решил, что уплывать рано, и пора помочь старику найти жетоны сослуживцев, чтобы он мог успокоить свои нервы. Это дело было труднее даже, чем сама охота на тварей. Я нашел 1 или 2 жетона рядом с самолетом, но проблема была в том, что самолетов здесь было раскидано много, а вот взаимодействовать можно было далеко не с каждым из них. Я не был уверен, так оно и надо, или это просто какой-то баг. Но тем не менее, еще денек-два моих страданий, пару кружков вокруг острова, и я нашел последний жетон даже за пределом этих болот. Кстати, забыл сказать, здесь я нашел еще 1 камень с вырезом для рыбы, и у меня как раз была одна рыбина, подходящая по цвету под эти ячейки инвентаря. Началось какое-то странное бурление, которое затащило рыбу на дно, а вместо нее на том же месте появилась особая проклятая удочка. Правда, ее можно было лишь установить, но вот под это место, к сожалению, у меня не было. Ввиду того, что она была слабее моего текущего снаряжения, я оставил ее там же, где и нашел. Я переместился на базальтовый остров и отдал коллекционеру ожерелье. Он сразу же открыл книгу и наградил меня очередной способностью. Да так, что у героя подгибались колени, и мы бы упали, если бы не что-то, что как будто помогало нам держаться на ногах. «Осталось последнее», — сказал он, — «последний артефакт, который будет ждать меня где-то возле хребта дьявола». Новая способность убивала сразу целый косяк рыбы, позволяя мне собирать улов без самого процесса рыбалки. Правда, из-за нее герой начинал дико паниковать, и, если честно, не очень мне хотелось эту способность использовать. Я подумал, раз нас ждет последнее испытание, то можно и корабль к нему немножко подготовить. Я понимаю, что я и так его уже прокачал почти максимально, но все же. До идеала осталось еще чуть-чуть. Я обплыл Малую Соль,
поднял немного ресурсов, которых мне как раз хватило на то, чтобы установить последние доступные улучшения. Теперь я с гордостью могу сказать, что мое судно улучшено максимально. Вот только даже с учетом этого, как бы я ни старался, понял, что нельзя поставить на судно удилища сразу всех типов. В любом случае нам придется чем-то жертвовать, и одновременно выловить любой тип рыбы, не меняя экипировку, к сожалению, не получится. За найденные жетоны товарищей авиатор давал мне детали для исследований, так что я вложился в новый максимально мощный мотор, приправив его 2 маленькими движками, один из которых пылился в моем трюме еще с середины игры. Я обновил прожектор и, не знаю, говорил ли я вам, я заменил те 2 удочки одной универсальной, сэкономив 1 ячейку в трюме. Теперь я точно был готов. Меня ждет последнее и самое сложное испытание. Вопрос лишь в том, смогу ли я его пройти. Я шел в неизвестность и понимал, что финал уже близко, но пришлось немного сменить курс, так как на моем пути был еще один остров, куда мне было интересно заглянуть. Мало ли там может быть что-то интересное. Так и вышло. На острове я увидел старого мэра, который выглядел изнеможденным, и спросил, выкинул ли я ее обратно. Я спросил, о чем он, и тот ответил: книгу. Он откуда-то меня знал, и после очередного моего вопроса отвернулся к огню и сказал, это был он и его жена, будь она неладна. Они выловили ту сраную книгу, но что-то скрытое в тумане пришло вслед за ней. Тот самый мэр Малой Соли, о котором мне говорили, и казалось, что он меня знает. А если вспомнить про слова ученой о том, что она стала находить записки как будто от своей умершей сестры, а мы находили записки от лица девушки, вышедшей замуж за капитана корабля, то скорее всего мы и были этим самым капитаном. Но книга, почему он решил, что она у нас, было неясно. Ведь единственная книга, которую я видел, была в руках у коллекционера. Напоследок мэр упомянул смотрительницу, мол, та знает больше, чем говорит. Перед поиском последнего артефакта я решил вернуться к смотрительнице и поговорить с ней, спросить ее о книге. Она сказала, что я сам прекрасно знаю, что ее нужно вернуть, и мне просто надо жить дальше. Цитирую: «ради нее, ради себя самого, и избавиться от книги». Тогда мне все еще не стало ясно, что здесь происходит, и я решил вернуться в лагерь к мэру, но его здесь уже не было. Я нашел лишь записку, которая никак не помогла мне понять, Что за ужас тут творится? Я погнал к месту моего задания, к разрушенным старым храмам. Здесь меня встретил какой-то чудной фанатик, который был очень рад меня видеть. И что бы я ни отвечал, он говорил, что здесь я по воле судьбы, что близится ритуал очищения, и когда он задавал мне вопросы, на которые я старался отвечать наиболее доброжелательно, например, в вопросе о том, что ищет моя душа, я ответил счастье, но фанатик намеренно склонял меня к другим ответам, которые мне не нравились. Я понимал, что я делаю совершенно не то, что мне нужно делать. Но альтернативы я не видел, так что пока решил послушать этого старика и выполнить его задание – найти 3 очага вечного пламени. Там, где они находились, были затопленные руины, между которыми было чертовски трудно пробираться без очередного удара о скалы. Плюс ко всему, следом за мной увязывались красные рыбехи, которые вроде как и не вредили кораблю, но сильно шумели. Я нашел еще одну записку, в этот раз в ней было написано следующее: «Наконец-то я тебя нашла. Когда ты ушел, внутри меня словно все рухнуло, но сейчас я чувствую себя почти целой. Осталось только одно – выброси меня обратно». Я понимал, что это галлюцинация, навеянная туманом, и якобы это записка моей жены, но она противоречила сама себе. С одной стороны, она говорила, что чувствует себя почти целой, намекая на то, что надо найти последний артефакт, а с другой просила выбросить ее обратно, словно повторяя слова мэра Малой Соли. Чтобы собрать вечные огни, нужно было поймать определенные виды рыб и крабов, поэтому я сразу же закупился ловушками, расставил их и погнал искать другие такие же места, параллельно ловя все виды рыб, которые встречу на пути. Я понял, почему мелкие рыбехи так орут. Они звали своего хозяина, который, скорее всего, был слепым, ведь иначе он сам бы знал, где находится мой корабль. Первый огонь был зажжен. Для второго я использовал пойманных в ловушках крабов, что заняло где-то день или 2, а для третьего надо было выловить много зараженной рыбы, которая почему-то мне не встречалась.
В очередной раз, убегая от разъяренных рыб, мне стало понятно, как можно их отогнать. Эти горячие источники явно были здесь не просто так, и поскольку кораблю урон они не наносили, я понял, что они должны наносить урон кому-то другому. Я погнал назад к фанатику, понимая, что я продолжаю делать что-то плохое, и вот-вот где-то должен быть проблеск, должен быть момент, когда игра даст мне выбор, как поступить, потому что я знал, что у игры есть две концовки, но как поймать этот момент или вообще понять, когда он наступит? Да и наступит ли он вообще, ведь вполне возможно, что для этого надо было сделать что-то особенное. Он рассказал мне, что у него есть последний артефакт, старинные часы, которые после ритуала он отдаст мне, и они станут моей ношей. Я зажег 2 огня и вернулся к руинам. Нашел пещеру, в которой на стенах были высечены рисунки рождения и заката цивилизации. На одном свет из огромного маяка отпугивал некое существо со щупальцами, а на другом это чудище пожирало все на своем пути. Я поднялся на скалу, чтобы осмотреть маяк, и нашел здесь паз для какой-то большой каменной плиты, но поскольку у меня не было ничего такого, я вернулся обратно к ловле рыбы, параллельно осматривая руины. Решил прикупить динамита и сбыть ценности торговцу на Малой Соли. К моему удивлению, он заметил один из предметов, который я поймал в тех же руинах. Это был какой-то небольшой камень с руной, но торговец сказал, что скорее всего это только часть большой композиции. А вот тебе и ключ к тому самому маяку. Торговец сказал, что явно это не единственная часть, и он попытается поискать другую где-то у себя. А я тем временем решил поговорить еще и с докером. Он просто стоял на краю причала и пялился куда-то в глубину, будучи полностью парализованным. Я пытался с ним заговорить, но он никак не реагировал, лишь бормотал что-то, а с его уха сочилась черная жидкость, так же, как и с той посылки, что я ему доставлял. Наконец-то я поймал еще зараженных особей, забрал вечный огонь и положил в трюм талисман, который ускорял ловлю рыбы на 80%. Все 3 огня были собраны, настала пора плыть к фанатику. Я заметил, что на его островке есть еще и каменные колонны. Заглянув туда, я увидел то, что уже и так прекрасно знал. Записи о той визжащей мелкой рыбе, которая привлекает большую особь и боится огня. Да уж, вовремя я это нашел. Ритуал начался. Фанатик взял часы и сказал, что скоро они перейдут ко мне. Пусть это послужит началом моего пути и его концом. Мне все сильнее и сильнее не хотелось в этом участвовать, но помешать безумному деду я не мог и стал свидетелем того, как его окутало синим пламенем. От него не осталось ничего, кроме пепла, в котором остались лишь те самые часы. Я понимал, что отдавать последний артефакт коллекционеру будет неразумно, и всячески пытался этот момент отдалить. Надеялся что-то найти, какую-то подсказку или что-то вроде того, но нашел лишь очередного сумасшедшего, которому отдал нужную ему рыбеху. Заметил, что следующей ему будет нужна океаническая рыба, а ее ловить мне было нечем. Больше ничего не оставалось, пора плыть к базальтовому острову. Но к коллекционеру я не спешил, я решил еще раз наведаться к смотрительнице маяка в надежде, что та расскажет мне что-то еще, но, увы, я решил пока спрятать часы в трюм от греха подальше и поплыл к коллекционеру без них. В особняке появился вариант диалога. Я надеялся, что это мой путь к правильному завершению, потому что, скорее всего, если я отдам ему последний артефакт, то это повергнет мир во тьму. Попросил рассказать его об этой книге, но он всячески старался отойти от этой темы. Но когда под моими расспросами он проронил фразу «давай спроси о нас», я, кажется, понял. Он говорил не о себе и о книге. Всю игру я думал, что это просто дверной проем особняка, в котором он нас встречает, но понял, что он стоит в нем как раз так, что ни одна его часть не выглядывает оттуда по-настоящему. Я понял, что все это время это был не дверной проем, а обрамление зеркала. Он до последнего не хотел отдавать книгу, и когда появился вариант ударить незнакомца, я понял, что сейчас произойдет. Все это время этим незнакомцем были мы. Он сказал, что знает, как вернуть нашу жену, но теперь было буквально очевидным то, что делать этого не стоит. Я решил еще раз заглянуть к смотрительнице маяка, потому что никто, кроме нее, не говорил мне об этой книге ничего. Плюс раньше она вела себя так, будто бы уже нас знает. Книга была у меня. Все это время книга была у меня. Теперь я понимал, почему эта старуха смотрела на нас жалобным взглядом в каком-то из диалогов.
Она видела человека, который был одурманен навязчивой идеей вернуть жену, слоняясь от одних островов к другим. И в этой книге явно была какая-то нечистая сила. Ее нужно было выбросить туда же, где мы ее и нашли еще до старта игры, который мы видели. Сначала я сверялся с картой, чтобы понять, куда эту книгу нужно отвести, но очень скоро увидел, что смотрительница маяка светит именно в это место, подсказывая мне верный путь. Я выбросил ее в бездну, туда же, откуда поднял еще до начала самой игры. Из пучины появилось разъяренное существо, которое манипулировало мной через книгу. Я понял, что это конец. Вот так и закончилась эта история. Герой умер, но предотвратил погибель остальных. Сказать, что эта игра меня приятно удивила, это ничего не сказать. В такой простой графике и аркадном игровом процессе скрывалось куда большее, чем я мог себе представить. Но это было еще не все. Я ведь обещал вам 100 дней, так что это будут именно они. Хоть игра фактически и была пройдена, но в этом мире осталось еще очень много разных интересностей. Многим людям и не людям нужна была моя помощь, но начал я с вещи максимально простой и неторопливой. Впервые я установил себе удочки для ловли океанических видов рыб, пожертвовав предыдущим удилищем для мангровых и вулканических видов. Я неспешно плавал между островами, попутно выискивая, кого же я еще не ловил. Параллельно я отмечал острова, которые были мной уже исследованы, чтобы не возвращаться туда и проверить как можно больше территорий. Нашел каменную плиту с вырезом для рыб, и я совершенно не обратил внимания на ее описание, которое буквально подсказывало, какую рыбу сюда нужно класть. Поначалу я выуживал все драгоценности с морского дна, потому что думал, что там с небольшим шансом могут попасться уникальные предметы, но в итоге это работало немножко не так. В своих скитаниях я опять наткнулся на этот заброшенный городок и в этот раз пробрался за баррикады, но здесь, как и во многих других местах, был только очищенный металл, который мне уже нужен не был, потому что я уже давно максимально улучшил свой корабль. Я вспомнил о том, что девушка-ученый просила меня добыть какие-то виды рыб, которые раньше я поймать не мог, но сейчас я это задание выполнил, за что получил в награду книгу. Ее исследования подарили мне две новости. Хорошее заключалось в том, что она знала, что есть причиной патологии в здешней экосистеме, а плохая – образцы рыбы, которые я ей привозил, содержали опасно высокое количество клеточных мутаций, которые они приобретали из-за того существа на глубине. Я взглянул на доску с поручениями, понял, что мало того, что здесь есть пустые места для новых дел, так я еще не закончил и старые. Время у меня было, так что я решил продолжить выполнять данные мне задачи. Исследуя биом, я нашел обрывок карты, быстро понял, что на остальных островах должны быть другие ее части. Увидел еще одну фигуру в капюшоне, которая попросила еды. Давай мясо! Давай мясо! К ночи нашел последний фрагмент карты и принялся смотреть, какой участок мира на ней изображен. Это была вот эта вот область, просто карту нужно было немножко повернуть. Поначалу я не нашел ничего, но когда поплыл буквально в ту точку, где был крест относительно квадрата координат, увидел, как в море виднеется какой-то плавающий груз. Здесь было много ценностей и компоненты для исследований, и хоть я и надеялся на что-то уникальное, но это тоже неплохо. На 76-й день я удовлетворил все запросы фигуры в желтом капюшоне. Он сказал, что они ждут. Бедняги не знали, что игру я уже прошел. В награду я получил книгу о рыбалке, которую сразу же начал читать. И когда я встретил еще одну каменную плиту, то наконец-то заметил ее описание. Сюда нужно было поместить 4 крупные грозные рыбы. Я сразу подумал об акулах и поплыл их искать. Нашел слоновую акулу, бронзовую узколобую и акулу-молот. Четвертым думал впереть сюда парусника ввиду его больших размеров, но он явно сюда не помещался. С последним видом акул возникли небольшие проблемы, но после маленькой подсказки я понял, что последний их вид выплывает на поверхность только ночью. Дело осталось за малым.
Наградой было очередное удилище, но пока что копаться в этом и сравнивать их подробно мне не хотелось. На первый взгляд они были плюс-минус такими же, как мои, так что я просто поплыл дальше. Наловил трески и заполнил ею еще одну плиту. Спустя все эти дни мой трюм был переполнен драгоценностями, так что пришла пора от них избавиться и продать аж за почти целую $1000. Одна из вещей, которые до сих пор остались для меня загадкой, это вот эти каменные глыбы, которые не реагировали на наши касания. Если до конца 100-дневки я не узнаю, что они дают, то расскажу про это в телеграм-канале. Я скормил парусника другому персонажу в красном одеянии. Для него же нашел плащеносую акулу. Мне повезло, что я не встретил ее, когда искал акул для того камня, а то бы я совсем запутался. Эти существа явно не были простыми людьми, но в то же время сами они ни на что не влияли и могли только лишь ждать прихода некого существа. И не переживайте, скоро я его вам тоже покажу. Следующим делом я вспомнил про части каменной плиты, которые просил у меня старьевщик, покупающий ценности. Найти две другие части на хребте дьявола не составило никакого труда. Первую я нашел сразу, а вторая была прямо рядом с местом, где я взорвал завал и выловил какую-то уникальную рыбину, которая больше нигде, кроме этих вод, не водилась. Я сразу вспомнил, что выловил такую в тех мангровых зарослях, где заводил в ловушки тварей для деда, который поливал их из миномета. Оставалась еще одна, и я вроде бы и видел что-то подобное, но не мог вспомнить, где же это было. Торговец слепил эти плиты воедино, и с обратной ее стороны начали светиться какие-то символы. Когда звезды не светят с неба и настает непроглядная ночь, свои шрамы пучина разверзнет, лишь путеводный свет нам сможет помочь. Но хотя бы здесь лишних подсказок мне не требовалось, из-за того, что я нашел эти плиты рядом с тем старым маяком, который был закрыт, ну и потому, что большие каменные плиты не были ни на что похожи, кроме паза в тех дверях. Я неожиданно вспомнил, где обитает последняя редкая рыба, и поплыл к старому доброму месту, где увидел первую гигантскую рыбеху. Она была прямо за тем водопадом, где когда-то я находил сокровища. Еще одно поручение было сдано, и за каждый из 4 видов рыб торговка дала мне по одной детали для исследований, за которой я открыл реактивные двигатели и ставил их на корабль постепенно, потому что за раз можно было купить только один такой движок. Я открыл двери старого маяка и нашел там действительно уникальную вещь – небесное светило, что было лучше даже моего современного фонаря, к тому же занимало куда меньше места, которое я на следующий день заполнил лампами попроще. На 90-й день я нашел еще одну каменную плиту, в которую положил 3 крабов и получил уникальную ловушку для них. Эта хрень хоть и выглядела страшно, но была куда лучше своих аналогов. Место осталось только для 3 поручений, если я все правильно понимал. Главное задание с коллекционером выполнить я не мог, ведь не зря перед ними гора не сохранилась, она дала нам возможность завершить ее на 100%. Здесь уже я справлялся не без гугла. Я удивился, как я мог не заметить, что в этом маленьком городке есть точка для взаимодействия, да и даже издалека здесь можно было услышать лай. Здесь осталась одинокая собака, которую нужно было не испугать и в правильном порядке тихонько подозвать к себе, угостить рыбой и погладить. Я взял собаку с собой, чтобы найти для нее новый дом, и тут-то мне не нужны были никакие подсказки. Та девушка-строитель, что поселилась на одиноком островке, она жила там одна, и наверняка собака скрасит ее жизнь. Но я ошибся. Верным вариантом была девушка-ученый. Она обрадовалась новому другу, а пес вырвал мою награду вместе с остатками черной слизи. Последними 2 поручениями было спасение потерявшегося мужика из острова, который я уже исследовал, но почему-то не заметил большую надпись «СОС» прямо на его берегу, и очередной человек в капюшоне, желавший полакомиться рыбкой. И тут я скажу, что мне еще повезло, потому что только после прохождения игры я узнал, что задание с ними можно было провалить, если ты отдашь им пропавшую рыбу. Мутировавшая рыба, если что, не руинит задание, и я почему-то думал, что им нужна именно мутировавшая рыба, чем сильно усложнил себе жизнь. Для того, чтобы его накормить, мне пришлось создать пару ловушек для крабов в этой местности и подождать сутки, пока что-то в них забредет. В награду каждый из этих парней давал мне какую-то книгу, облегчавшую мою жизнь. Жаль, что я занялся этим уже после прохождения.
Вот такими было мое приключение. Шел 94-й день, и, казалось бы, я сделал все, что смог найти, но оставалось еще одно. Я захотел узнать, какой будет плохая концовка игры. Я поплыл на базальтовый остров, взял часы и отдал их самому себе. Коллекция была собрана, скоро мы должны были ее увидеть. Осталось лишь дождаться сумерек и тумана, чтобы начать. И то, что я увидел после, было куда масштабнее моих ожиданий. Герой прочитал ритуал, постепенно выбрасывая артефакты на морское дно, и последними его словами было «отворить дверь в звездное небо». Эта концовка была куда пострашнее и помрачнее предыдущей. Здесь прямо-таки повеяло безысходностью. Но я был рад, что за это приключение наш герой смог и спасти мир, и повергнуть его в пучину, чтобы еще хоть раз увидеть свою возлюбленную. Как говорится, и рыбку съел, и нах. Оставшиеся 4 дня я просто бездельничал. Время здесь шло довольно быстро, так что я просто наслаждался видом, записывал футажи, читал бестиарий здешних видов, дразнил кальмара, который почему-то больше меня не бил, и это был конец. Спасибо, что посмотрели видео, надеюсь, оно вам понравилось. Если так и было, если вы сами захотели в нее поиграть, вступайте в Telegram и Discord каналы. Там мы сможем обсудить игру, поделиться мнениями, плюс ко всему там я запущу немножко дополнительных материалов, которые особенно вам пригодятся, если вы решите сами поиграть в Dredge. Также вы можете поддержать канал или стать его спонсором. Обязательно напишите ваше мнение про игру и само видео в комментариях. Ну и что ж, до встречи в новых видео. Эй, чувак, или может не чувак, поддержи, влепи комменты, лайк.